Топ-5 ТВ-боксов из Китая до $50 на начало зимы 2020 года. И вы знаете, он абсолютно весь перекроился. Ну что ж, поехали. Очень много все изменилось, ребята, очень много все изменилось во всех топах, во всех ценовых категориях. Очень сильно у нас смуту привнесла взломанная прошивка от Югус, вернее порт прошивки мы называем это, которая теперь устанавливается, вернее, на очень большое количество устройств и при этом достойных достаточно устройств в плане железа. И именно это сформировало абсолютно новый топ-5, из которого повылетало нечто, повылетало совсем другое. И вот как бы 905X4 процессор все никак не появится, да мы в принципе и не ждем ничего в топе до $50, более-менее вменяемого на этом процессоре. Но теперь топ-5 у нас достаточно крут, он действительно крут. Ссылки на все обзоры, на всех проверенных продавцов, на эти топ-5 приставок лежат в описании под видео. Обязательно ознакомьтесь. Дело в том, что мы все их обозревали, все их держали в руках, тестировали при этом не одну ревизию. Подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить все наши дальнейшие самые крутые обзоры, а также мега крутую акцию с розыгрышем ценного приза, обалденного ценного приза. Ссылка на условия розыгрыша тоже там же внизу под видео. Ну а сейчас я говорю вам халабанг, ребята, это же бубльгум, поехали. Пятое место TX9S. Сейчас многие ахнут, но это не значит, что TX9S стал хуже, просто появились лучшие претенденты, вот скажем так. Но дело в том, что TX9S в сочетании его качеств за $25 это прекрасная приставка. То есть за $25 иметь 8-ядерный процессор AMLogic S912, который способен выводить 5.1 звук, при этом способен выводить Dolby True HD, DTS HD Hi-Res, да, там 2/8, да, есть только 2.4 Wi-Fi, я как бы не советую рассматривать вариант с 5 ГГц Wi-Fi, мы уже выяснили, что он не совсем хороший, переплачивать за это нет смысла, поэтому вот именно эту версию мы рекомендуем. Что там интересного? Вы сможете просматривать 4К фильмы, вы сможете просматривать торренты онлайн, ведь 1000-мегабитный LAN там действительно честный, вы сможете просматривать YouTube 4К, но 30 FPS, 4К 60 FPS нет, и мы об этом честно в обзоре говорим. Это отличное решение именно в бюджете $25. Проверенный продавец, как я уже сказал, здесь мы видим, что заявлена поддержка HDR, это мы тоже подтверждаем. Видеоускоритель Mali T820, в принципе, что нам еще о нем рассказывать? Да больше нечего. Если вам интересен этот TV-бокс, обзорчик вы знаете, где взять, по ссылочке в описании под видео. А на 4-м месте у нас поселился X96S TV Stick. И он настолько стал крут, да, 4 место. Он крут и 4 место. На нем есть Югус прошивка, это хорошо, да, Югус прошивка от X2. Здесь 905Y2 процессор, который практически не греется. 4 ядра по 1,8 ГГц, 4/32. Именно эту версию мы советуем брать. Классный 5 ГГц Wi-Fi. Мало того, мы протестировали Ugreen адаптер, и вы можете подключить туда LAN RJ45 на 1000 мегабит. Да, он будет выдавать порядка 300-400 мегабит, но это мега невероятно для такого маленького стика, который можно спрятать за телевизор. Ссылочка на обзор тоже лежит в описании под видео, и на этом стике мы смотрели достаточно тяжелые торренты, даже играли в какие-то незатейливые игрушки. Ведь данная приставка еще оснащена Bluetooth, здесь полноценно работающий Bluetooth. Югус прошивка есть и на Android TV, и на OSP. Слушайте, ну шикарно. Mali G31 позволяет поиграть в какие-то такие незатейливые игрушки, я уже повторяюсь. Но вы обзорчик можете посмотреть точно так же под видео. Здесь работает, кстати, в TX9S работает автофреймрейт через AFRD. А вот в X96 на порте Югус тут работает автофреймрейт, именно фирменный от Югус, совмещенный и программный, и современный, и вообще там все типы переключений с разрешением и без разрешения. Короче, это очень классно все работает. И на 3-м месте у нас поселилась приставочка AX95DB. Она не так давно прогремела, как бы там все классно, на S905X3B процессоре, который поддерживает работу с BDMV и Blu-ray диск ISO, то есть он просто-напросто не открывает это как папки, открывает как отдельный контейнер для медиаконтента. Вот так вот, знаете, как-то зафразируем. Что в нем есть? В нем есть AMLogic
S905X3 процессор, я уже сказал, модификация, но он на третьем месте, потому что у него 100 мегабитный LAN. По сравнению с теми приставками, которые будут далее, здесь 100 мегабитный LAN, работает 5.1 звук, с этим все отлично. Сюда тоже есть прошивка UGUS, при этом есть у нас вариант работы здесь автофреймрейта, абсолютно правильно, здесь MU-MIMO Wi-Fi. Но эту приставочку немножечко необходимо доработать в плане охлаждения с помощью термопрокладки. Да, это необходимо сделать, потому что все-таки там есть некоторые моменты, и в обзоре мы это указали и показали. Здесь работают хорошо торренты, здесь работает хорошо YouTube 4K 60 FPS, мы не говорим уже об IPTV, потому что IPTV, все те приставки, которые мы здесь обозреваем в этом топе, работают прекрасно. Хорошо, с третьим местом мы с вами определились, давайте переходим на второе место. И здесь X96 Max Plus, но мы советуем брать X96 Max Plus 2. Что же означает? Меня, кстати, в обзоре на X96 Max Plus 2 на прошивке UGUS спрашивали, что это такое за модификация, я вам объясню. X96 Max Plus это 2 на 16, а X96 Max Plus 2 это 4 на 32, это значит плюс 2 гигабайта оперативной памяти. И именно модификацию 4 на 32, 4 на 64 мы советуем брать, потому что именно для Max Plus 2 существует порт прошивки UGUS. Опять же UGUS. И вот вы знаете, настолько это все интересно, здесь работает автофреймрейт. Почему он стоит выше, чем X95? Да потому что здесь 1000 мегабитный LAN, есть SPDIF, она действительно неплохо работает, не нужно колхозить, допустим, ему охлаждение, то есть в обыкновенных сценариях работы данной приставки здесь нет вообще какого-то как это сказать по-русски, перенагрева или перегрева, вот так вот перегрева, то есть она адекватно работает с максимальной температурой до 75 градусов. Плюс в последних ревизиях есть диодная защита, не выгорают порты HDMI, все стабильненько, также работает автофреймрейт на прошивке UGUS, но все вот эти приставки, которые я сейчас говорил, их необходимо прошивать. Если вы хотите купить и не прошивать, и не морочиться с этим всем делом, потому что все эти 4 приставки при выходе обновлений каких-то сторонних портов придется перепрошивать заново и плюс настраивать заново, и существует вероятность того, что возможно заново что-то не получится, но это все мелочи жизни. Обычно искушенные опытные пользователи, которые хотят экономить и покупать нормальные приставки по дешевым ценам, не боятся перепрошивок. Но если вы хотите не морочить себе голову, то TOX 1, я думаю, будет очень достойным ТВ-боксом. Почему? Потому что он получает много обновлений по воздуху и обновляется там все. Здесь работает абсолютно все. Многие из вас скажут, что здесь нет SPDIF, и это его единственный минус, но SPDIF можно взять с телевизора. Во-вторых, здесь есть внешняя антенна, плюс здесь MU-MIMO Wi-Fi. Некоторые скажут, что здесь вопросы с охлаждением, но все мы прекрасно знаем, что здесь снимаются пыльники. И вообще в последних ревизиях он уже идет с новым радиатором, то есть я уже жду, когда люди начнут его получать и отписываться, как у них там с нагревом. Мы-то знаем, какой там радиатор будет стоять, мы его уже видели. Но приставка действительно неплоха. TOX 1 это уже бестселлер на текущий момент. Не смотрите, что здесь только 28 заказов. Продавец проверен, он только здесь их выложил именно в этом магазине. Мы с ним общались, у него есть большой сток, поэтому вот видите, 2546 штук в наличии. Именно у этого продавца отражается реальный остаток. TOX 1 неплох, в нем работает все. И самбо-сервер, автофреймрейт, еще куча различных плюшек. Можно запилить какое-нибудь охлаждение с проволокой. Мы, конечно, делали такое сумасшествие, но мы этого не советуем делать. Просто покупайте, пользуйтесь и не морочьте себе голову. Ссылочка на обзор этого TOX тоже лежит в описании под видео. И, кстати, на него тоже существует порт прошивки UGUS, если кто-то хочет заморочиться. Хотя не вижу вообще никакого смысла, у него прошивка очень классная. Ребят, топ-5 представлен на начало зимы 2020 года. Всем удачи, все оценивайте данные приставки и берите по своему бюджету. Те, у кого есть бюджет побольше, то топ-5 от 50 до 100 долларов в описании под видео. Топ-5 больше 100 долларов тоже в описании под видео. Но всем желаю удачи. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble и топ-5 приставок из Китая на начало зимы 2020 года. Пока.